Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, видите, как Украину оставили без ядерного оружия? Помните, да? Сейчас американцы вон орут на каждом перекрестке, что это мы подписывали меморандум, что меморандум нас ни к чему не обязывает, а оружие вы отдали просто так, поэтому деньги на бочку, значит, корыстни копалины на бочку и так далее. Понятно, что мы им дулю под самый нос скрутим, никто им никаких корыстных копалин не даст никогда в жизни. Вот, но как я всегда говорил, на вот эту подлость в отношении Украины смотрят остальные участники марлезонского балета. Я имею в виду Иран, Пакистан, Израиль, Северная Корея. Вот, по крайней мере, вот эта публика приблизительно плюс-минус одинаковая. Я имею в виду в том, что каждый из них создал свое ядерное оружие или почти создал его. Вот. И, собственно говоря, их не считают при этом ядерными странами. Да? Вот в чем, как говорится, у них общее. Что у них общего. Да? И им сейчас можно тоже предлагать избавиться от ядерного оружия, только они покрутят у виска. Что сейчас и делает Иран? Сразу оговорюсь, что никаких симпатий к нынешнему иранскому режиму я не испытываю, в отличие от режима Реза Пехлеви, который был до 1979 года. К тому у меня совершенно другое отношение, а вот к этим, конечно, сами понимаете, они подельники рашистов, пускай ситуативные, пускай, как сказать, за деньги, это не имеет значения. Они наши враги, плюс сколько шахедов, плюс наш самолет сбитый. Не о чем разговаривать, все абсолютно понятно. Людоедский режим. Но факт остается фактом. Вот американцы сейчас пытаются вот этот людоедский режим сделать еще и безъядерным. После того, что они сделали с Украиной. И вот провели один тур переговоров в Омане. Второй будет, если я так не ошибаюсь, 19 числа текущего месяца, то есть через 3 дня уже, в Риме. Будет второй тур переговоров с иранцами. Почему это так важно для нас? Во-первых, потому что Иран, опять-таки, снабжает Россию оружием. Это не секрет. Это очевидно. Это первый момент. А второй момент, потому что речь идет о ядерном оружии и о том, как сильные мира сего реагируют на новых членов ядерного клуба. А лично я не сомневаюсь в том, что Иран станет новым членом ядерного клуба. Вот. И это крайне важно, опять-таки, с той точки зрения, что у неадекватного режима появится, благодаря Трампу, появится ядерное оружие. Вы мне скажете, так Трамп борется с этим всем, так Трамп он такие вещи делает, чтобы у них не было ядерного оружия. Трамп трендит. Трамп трендит о том, как он борется. Боролся Обама, на самом деле. Вот как это не смешно будет звучать. Боролся Обама. И действительно, вот Обама откинул иранцев в свое время на очень приличное расстояние, на несколько лет. Откинул иранцев в процессе создания ядерного оружия. Объясняю, как. Они им запустили вирус очень красивый тогда и стерли практически все разработки, которые были на тот момент, и отбросили их на несколько лет. И действительно, это как бы притормозило иранскую ядерную программу. Но иранцы опять, как говорится, взялись за ум и начали это все дело сначала делать. И подошли, собственно говоря, к тому моменту, что до создания ядерного оружия им остается несколько месяцев. Кто его знает, может, уже и создали. Во-вторых, после того вот этого инцидента с этим вирусом, и после того, как Штаты начали угрожать им, в общем-то, и Израиль в основном, даже не Штаты, а Израиль, начал угрожать им физическим уничтожением ядерных объектов, что они начали делать? Они начали зарывать, хотел сказать, голову в песок, да не фигулечки, голову в песок они не зарывали. Они начали зарывать свои заводы в горы, под землю, с тем, чтобы достать их оттуда было вообще невозможно. Вот. И там находятся, кстати, не только иранские ядерные объекты, там находятся иранские объекты, многие объекты по производству шахедов, их, скажем так, беспилотников, ракет, беспилотных катеров и так далее. Это очень многие из этих объектов, что называется, зарыты под землю. И вот сегодня, значит, товарищ Трамп сначала расчесался, сходил в туалет, как говорится, сделал свои дела. Он же у нас здоровенький, вы в курсе, да? Вот, абсолютно здоровый Трамп заявил иранцам, что если они не пойдут на сделку с ним,
то их будут очень сильно бомбить. Давайте сразу разберемся, получится из этого что-то или не получится. Ни черта не получится, сразу скажу. Я вам дам по бомбежке вот такой вот простой пример. Смотрите, Израиль бомбит сектор Газа, да? Что такое сектор Газа? Это пляж шириной 5 километров, длиной километров, наверное, 40-50. Где-то так, где-то так. То есть просто тупо пляж. Что на пляже можно спрятать? Ни одной горы, ни одного холма, ничего, вообще ничего нет. Пляж ровный. То есть с Израиля там вот, чтобы вы понимали, там весь этот сектор Газа, он обвешан со всех сторон этими аэростатами. Вот, на аэростатах камеры стоят. Вот, и они постоянно наблюдают сверху. Вот с любого аэростата видно абсолютно все. Просто все. И что получается? И ничего. Они их домбят, как бомбас, да? И что? И ничего. Ну да, они поразбивали, как говорится, большую часть жилого фонда. То есть сделают так, что вот эти люди, которые там сейчас живут, им придется оттуда убегать куда-то. Ну, потому что, во-первых, будет лето сейчас жаркое. Как они будут жить на 40-градусной жаре, непонятно, да, то есть раньше хоть они там плохие, хорошие дома, у большинства плохие, конечно, были, вот, но хоть можно было под крышу куда-то спрятаться, а теперь что? Вот, а что будет зимой, то вообще не знаю, там же дожди же дикие, температура падает до нуля, ну ладно, не до нуля, но там в основном зимой держится там плюс 10-15, но при дождях, и при том, что там практически нет стока воды, то есть там практически ровная поверхность с небольшим уклоном к морю. И там вода может стоять и неделю. А если у тебя нет дома, соответственно, ты просто в этой воде будешь жить. То есть им придется как-то думать, чтобы оттуда линять. На это, видимо, и расчет. Да, но и речь не об этом в данной ситуации. Речь идет о том, что они вот даже не смогли сковырнуть Хамас. Что говорит за иранский режим, который, ну, мощнее Хамаса невозможно сравнивать, да? Огромная страна с населением под 100 миллионов человек. Да, там очень многие не любят этих аятол, я согласен, да, но огромная репрессивная машина в Иране и довольно мощный производственный комплекс и так далее. И самое главное, что они подготовились заранее и, еще раз говорю, спрятали под землей все, что только можно спрятать. Вот, да, скажут сейчас, ну так вот же, у американцев есть бомбы. Ну, во-первых, бомбу еще надо довести до цели. Потому что бомба летит не так далеко, чтобы разбомбить цель. Это же опять не сектор Газа. Израильский истребитель может с любой точки запустить любую бимбу по сектору Газа или по крошечному Ливану, например. И она долетит. Просто потому что ширина, ну, 5 километров. Понятно, что долетит откуда угодно. И поразит ту цель, которую нужно поразить. Что же касается Ирана, это большая страна. И для того, чтобы запустить бимбу тяжелую, которая что-то там пробить в состоянии по какой-то цели, ну, нужно как минимум подлететь километров 100 хотя бы до этой цели. А это уже территория Ирана, тебя сразу собьют. Только не надо рассказывать, что они сразу там все ПВО позбивают. Да не смешите меня. У йеменцев, вот, у Йемена самое простое. Они все разбили, вот они его бомбят уже, я не знаю, недели, да месяц уже, наверное, больше месяца бомбят. И ничего. Немцы как могли стрелять по кораблям, так и могут, поверьте мне. Вот и все. Избивают чуть не раз в 3 дня очередной беспилотник. Уже позорище, уже 5 штук сбили этих риперов. Которые мы, кстати, когда-то пытались там выпрашивать, нафиг они нужны, непонятно. Но мы их почему-то так вот, очень многие на них там, ой, молились, почему нам не дали рипер. Ну вот этот рипер, толку с него. Йеменцы сбивают регулярно. Вот, их, по ним летят и томагавки, и что хочешь, и ничего она не дает. Вот, так, опять-таки, возможности хуситов, если сравнивать с возможностями Ирана, но это же день и ночь, это вообще разные вещи. Вот, поэтому ничего не получится с Ираном. Вот, военным путем точно ничего не получится, потому что никакие ядерные объекты вы не разобьете. Просто потому что вы до них бомбу эту не довезете. А если вы не разобьете ядерные объекты, да, ответка полетит. Ответка полетит. И они просто перекроют Персидский залив. И тогда все останутся без нефти. Ну, правда, американцам может это в какой-то степени быть выгодно, потому что цена на нефть вырастет, и, может быть, тогда Трамп будет доволен.
Потому что они останутся уникальным, они и Россия останутся, да, такими вот красавцами, значит, и у тех нефть есть, а все остальные не могут экспортировать. Кстати, да, вот тут Трампу это нравится. Еще один момент очень интересный, посмотрите. Сейчас Трамп разморозил для Израиля программу, замороженную когда-то Байденом, с тяжелыми бомбами и так далее. Вот мы боремся за демократию, мы помогаем Израилю, значит, помогаем Израилю освободить заложников, тить твою налево, бомбой весом в тонну помочь освободить заложников. Убить заложников, да, можно, потому что они находятся рядом с этими же хамасниками там под землей. Но как освободить при помощи бомб заложников? Вот лично я не понимаю. Ну, объясните мне, я, наверное, тупой. Вот. Еще один момент. Значит, Украине, вот Зеленский сделал запрос Трампу по поводу комплексов Патриот. Что сделал Трамп? Поиздевался, да? Угу. Я так понимаю, никто нам продать, не передать, а продать. Что он сделал вчера? Вот он сидел с этим, с президентом Сальвадора, но об этом будет отдельный ролик, там вообще там мрак, там просто мрак. Вот, он поиздевался над Зеленским, поиздевался над Украиной, а не надо было начинать войну с Россией, то есть мы начали войну с Россией. Ну, это ладно, эту тему сейчас трогать не будем, просто чтобы вы понимали. А тут он, значит, дает, ага, значит, молодец противовес, против Хамаса, он такой герой с хуситами, да? Ну, конечно, чуваки в басалаптях бегают с калашами по пустыне, на ишаках ездят, да? А те вообще на пляже живут. Вот тут он герой, ты посмотри, великая держава, да? Как только касается Путина, язык в заднице, испугался, шевелюра поникла, весь такой на стреме, ой, я боюсь, друг Владимир, разрешите вас цомнуть в правую ягодицу, а нельзя, тогда я цомну в левую, понимаете? Вот, а Иран они собрались, значит, бомбить. Ну, не будут они его бомбить, потому что это, ну, я не знаю, если они будут, это будет супер глупость. Вот, еще один момент, который очень интересен в этом плане. Опять-таки, Трамп реанимирует Путина. Что он делает? Он предлагает Путину быть посредником между ним и Ираном. Правда, там его сейчас пока нету, этого посредничества, я не замечаю этого. Аманцев вижу, да. Вот они были посредниками, действительно. А что касается Путина, ну я там его пока что не вижу, но опять одним только предложением о том, что он Путина вытягивает из нафталина, вот, значит, Путина, который является изгоем, парией, да, вообще ни один человек, кроме там президента, господи, прости, экваториальной, господи, прости, Гвинеи, с ним никто не хочет встречаться, зато, значит, Трамп реанимирует его и спрашивает, и просит, чтобы он был посредником с Ираном, вы понимаете, да? То есть вообще чувака из чемодана с нафталином вытянул, обтрусил с него нафталин, поставил и говорит, ну ты будешь теперь посмотреть. Посмотри, какой ты друг, Владимир, ты же молодец. Ну да. Знаете, как я сегодня вычитал, один американец написал в Твиттере такую, да, очень интересную вещь написал по поводу Трампа и того, как он себя ведет с Путиным, что если предположить, что Трамп является, как так он сказал, агентом Путина или зависящим от Путина, или что-то типа этого, то тогда все становится... если предположить, что Трамп работает на Москву, то тогда становится все на свои места. Тогда действительно, понимаете, очень многие вещи непонятные, вообще непонятны, как они происходят, и что происходит, и почему происходят. Но если действительно поставить Трампа как бы в полную, вот представить себе в голове, полная зависимость Трампа от Путина и от Кремля, то есть что он выполняет их задачи, тогда очень многие вещи, практически все вещи, становятся на свои места и становится понятно алгоритм действий и того, что он будет делать дальше. Тогда это все можно объяснить. Действительно, вот тут я не могу не согласиться с этим американцем. Вот. Как-то это так выглядит. Да. То есть, ребят, ну ладно, возвращаясь к Ирану, значит, смотрите, чем это все закончится. Переговоры, скорее всего, закончатся тем, что они договорятся еще раз провести переговоры.
Иран будет тянуть время как можно дольше. Точно так же, как сейчас Путин тянет время. Да, он чихать хотел на все, что там Трамп говорит. Вот, Иран будет максимально тянуть время для того, чтобы таки создать атомную бомбу, потом объявить, у меня уже есть атомная бомба, если вы ко мне полезете, получите в морду. Вот, собственно говоря, и все. Это многие могут сказать, что тогда по нему ударит Израиль. Он-то, может, и ударит Израиль, но если американцы там ничего не могут добиться, то, понятно, у Израиля на порядок сил меньше. И, ну да, они могут там разнести 2, 3, 5, 8 заводов. А их там 400. Ну, так, чтобы вы понимали.